Жители Оушен-Спрингс однажды обнаружили, что по оживленным улицам города слоняется странное лысое животное. Кто-то окрестил его чупакаброй, кто-то больной собакой. Но разгадка была найдена лишь тогда, когда зоозащитникам удалось познакомиться с пришельцем поближе. Это было не мистическое существо, а дикий зверь, измученный болезнью. Люди были полны решимости ему помочь и скорее отправились к ветеринару. Зверь стал наведываться на улице Оушен-Спрингс в штате Миссисипи в мае 2019 года. Он валялся под пикапами, прячась от жары и агрессивных пинков прохожих. Чтобы добыть еду, животное периодически заглядывало на задние дворы домов и кафешек. Особенно внимательные горожане отметили, что на теле незваного гостя не было шерсти, и оно частично покрыто коростами. Точно так же, как медведица Ева, найденная некогда в Сан-Диего. Существо выходило из своих укрытий за пропитанием по ночам, а со временем камеры стали фиксировать робкую, но отчаянную прогулку чудо-юдо в дневное время. Понять, кто это по внешним признакам, издали не удавалось. Для койота зверь был мал, для собаки – слишком скрытен. Стали ходить слухи, что в окрестностях Оушен-Спрингс поселилась чупакабра, лишающая жизни животных. Правда, о пропавших питомцах данных не было. Но, что поделать, у страха глаза велики. Тогда к поимке застращавшей город животинки приступила глава местной зоозащитной организации Wild at Heart Rescue Мисси Дюбюисон. Она еще на этапе подготовки миссии «Захват» поняла, что это лисица, страдавшая от кожного недуга. Она поспешила успокоить горожан, сообщив: «Эй, это не чупакабра. Это лисица без шерсти. Конечно, лысые лисы – это редкость. Это значит, что плутовка страдает каким-то недугом и ее нужно поймать, чтобы спасти». Дюбюисон предположила, что у лисицы демодикоз – заболевание, когда клещи проникают в волосяные фолликулы, вызывая выпадение шерсти. Во время стресса снижается иммунитет, и паразиты легко захватывают тело хозяина. Вылечить ее ветеринарам не составит труда, сложнее будет плутовку поймать. К слову, поймать клещей могут и домашние питомцы. Чтобы предотвратить это, пользуйтесь специальными средствами, которые на Яндекс.Маркете сегодня со скидкой. Итак, спасатели бездомных кошек и собак взялись за дело. Для Маргарет Рейнс поимка лисицы превратилась в 50-дневный квест. Она купила здоровую ловушку, рядом с которой положила угощение для рыжей. Но отведать бесплатный сыр зверушка решилась не сразу. Спустя почти 2 месяца измученная болезнью животинка забралась в ловушку. И уже на следующий день ветеринары приступили к лечению. Выглядела и чувствовала себя лиса к этому времени не очень, и это, мягко говоря. Волонтеры Wild at Heart Rescue решили поселить зверушку в уличный загон, дали обезболивающие и занялись лечением ее кожи. Первые дни малышка не переставала дрожать, пугалась малейшего движения. Но позднее поняла, что двуногие не причинят ей вреда и стала вести себя увереннее. Когда шубка у плутовки отросла, ее выпустили в дикую природу за город, в районе, где она была найдена. К слову, зверь преобразился за пару недель и превратился из гадкого утенка в прекрасную хищницу. А вы бы обратили внимание на такую неприятную на внешний вид зверушку? Или прошли бы мимо, лишь бы забыть о случившемся?